Друзья, всем привет! У меня новый объект. Я буду делать скалу. Это будет акцентная стена в офисе, переговорный. Так как обычно, вот я сделал такую схему, рисунок, то есть разметил по секциям. Вот вы видите, да, линии вертикальные и горизонтальные. И схематично нарисовал те места, где я сейчас буду приклеивать, вернее не приклеивать, а прикручивать пенополистирол, там где будут самые высокие места у скалы. Ну, кто уже смотрел мои ролики, они уже примерно знают. У меня есть ролик, где я делал скалу, я делал там такую же схематическую разметку. Но в прошлый раз эскиз у меня был нарисован от руки, в этот раз у меня эскиз — это фотография. И по самой фотографии на компьютере я нарисовал такую схему. И, соответственно, эту схему сейчас перенес сюда. А теперь я буду прикручивать сюда пеноплекс. Сам процесс я показывать не буду. Я сейчас все нарежу, прикручу. Просто покажу вам готовый результат, как это будет примерно выглядеть. И потом поверх я еще прикреплю малярную стеклосетку для того, чтобы армировать вообще всю конструкцию. И в конце все обмажу цементным клеем для пенополистирола, для утеплителя на цементной основе. Ну вот я закончил шивать сеткой всю эту конструкцию. Сейчас вам поближе покажу, как это выглядит. Так, вот так это выглядит. Вот штукатурная сетка вот эта. То, что здесь есть такие вот неровности, это не страшно. Все это клеем загладится. Ну и плюс, если даже и будет, то это будет как дополнительный в итоге рельеф. Следующий этап. Сейчас я буду наносить сюда клей для пенополистирола. Я его буду замешивать вместе с пескобетоном. То есть на один мешок клея добавлю пол-мешка пескобетона. Пескобетон у меня 30 килограмм мешок, то есть получается 15 килограмм я добавлю. Для чего я добавляю? Для того, чтобы поверхность в итоге была такая шершавая. То есть сам пескобетон дает такую шершавую поверхность. И это у меня будет черновой слой, то есть такой каркас, на который потом я буду наносить уже декоративный слой. И вот к этой шершавой поверхности декоративный слой прилипнет намного лучше. То есть, ну, держаться на нем будет лучше, чем на гладкой поверхности, если бы я только клеем все это обмазал. Ну и плюс это придаст дополнительной прочности самому вот этому каркасному слою. Я думаю, смысла нет показывать, как я это все замешиваю и наношу. Там, я думаю, любой человек разберется. Просто шпателем наносите, ну, как бы замешиваете, шпателем наносите, вот и все. Просто надо хорошенечко прижимать, чтобы вся эта смесь достала прямо до стены. То есть и зашла во все углубления. То есть вот здесь есть такие, ну, скажем так, пустоты. Чтобы эти пустоты не остались пустыми, надо здесь хорошенечко будет просто прижать. Вот и все. Итак, у меня настал следующий день. Каркас уже подсох. Сейчас я буду наносить декоративный слой. Прежде чем наносить декоративный слой, я сначала смочу водой каркас этот, для того, чтобы штукатурка лучше к нему прилипла.
Здесь обратите внимание, как я наношу артбетон. Накидываю я его руками, сразу же хорошенечко прижимаю и разглаживаю. Это довольно-таки удобный метод, им тоже можно пользоваться и задавать некий рельеф для дальнейшей обработки артбетона. Здесь я уже создаю рельеф скалы нужной мне толщины, как на эскизе. Также обратите внимание, что артбетон я накладываю слоями. Делаю я это для того, чтобы та часть бетона, которая плохо прилипла, при его обработке мастихинами легко удалялась. Таким образом я создаю послойный рельеф скалы, как в природе. Итак, подошло время для резки. Смесь уже немного подсохла. Можно начинать нарезать. Для начала, в соответствии с эскизом, я буду наносить более, скажем так, грубые штрихи, задавать, скажем так, настроение скалы, тон сам по себе, а потом уже буду небольшие мелкие части дорабатывать.
Я закончил резку скалы, пришло время ее красить. С клиентом согласовали черный графитовый цвет. Учитывая то, что в дальнейшем в этом помещении планируется делать ремонт в стиле лофт, данный цвет скалы отлично впишется в интерьер. Так, я покрасил скалу на черный цвет. Будет вообще, на мой взгляд, вообще очень шикарно смотреться. И сейчас еще финально также пройдусь черной краской, которую развел 50 на 50. То есть сколько краски, столько же воды добавил в эту краску. Краска водоэмульсионная. Для чего я это делаю? Это будет сейчас вот я еще раз пройдусь, чтобы не осталось непрокрасов, потому что на первый взгляд как будто бы все покрашено очень хорошо, без непрокрасов, как будто их здесь нет, но при высыхании они могут проявиться. Чтобы такого не было, я сейчас еще раз пройдусь такой жидкой краской, чтобы она везде хорошо питалась и не оставила непрокрасов. Вот я покрасил скалу в черный цвет. Она вот так сейчас выглядит. Потом позже я, конечно же, все это сфотографирую уже полностью, как это все выглядит. И сейчас мне нужно выделить саму фактуру всей скалы. То есть придать ей седины или старины, все называют по-разному. Я буду это делать методом полусухой кисти. Сейчас сами все увидите. В такой технике есть несколько важных моментов, то есть кисть должна быть практически сухой. Я беру губку, кисточку, макаю в краску совсем чуть-чуть, прямо на кончике кисточки, и об губку полностью вытираю, практически высушиваю кисть. И потом уже здесь начинаю легкими движениями все это распределять краску, то есть выделять фактуру. В общем, сейчас сами все увидите, как я это делаю. Вот я беру краску прямо на самом кончике кисточки, совсем чуть-чуть, чтобы ее было немного. И губку вот так вытираю. Вытираю хорошенько, чтобы на кисти не было видно вообще краски. То есть такими как бы пятнышками, капельками, чтобы на кисти она была, как вам сказать, практически не видна. То есть вот я сейчас обтер кисть, и на кисти ее практически не видно. Но когда ее начинаешь наносить на стену, то ее становится уже видно. Так, я приступаю, вы наблюдаете. И такими легкими движениями потихоньку выделяется фактура. Также обратите внимание, что направление кисти у меня всегда разное. И так, и так, и так, во все стороны. Я делаю это для чего? Почему именно так я
выделяю фактуру, потому что рельеф, он не движется, скажем так, всегда в одну сторону. Он в разные стороны всегда движется, поэтому, чтобы выделить весь рельеф более качественно, более точно, надо направление кисти постоянно менять. И также обратите внимание, что у меня как бы рельеф, он, можно сказать, я мараю, можно сказать, скалу этой белой краской, и у меня нет мазков. То есть, если бы, например, кисть была сырая в краске, то здесь были бы мазки, прямо видно было, что это, я мажу краску, а она здесь просто выделяется вот так. Ну что ж, друзья, вот и закончена моя скала. Сейчас вы увидите ее во всей красе.